В регионе Ближнего Востока и Евразии одновременно формируются несколько кризисных очагов, которые пересекаются и создают сложную систему региональных противоречий. Израильско-турецкие трения, американское посредничество, ситуация в Сирии, индийско-пакистанский конфликт и конкуренция за транспортные коридоры Армении и Азербайджана формируют общую стратегическую картину, где каждое государство действует исходя из своих интересов и опасений. На израильском направлении особенно заметны резкие заявления министра по делам диаспоры Израиля Амихая Шикли. В интервью 14-му телеканалу Израиля он охарактеризовал Турцию как ключевой внешнеполитический вызов для страны. По его словам, Турция сегодня представляет серьезную опасность для Израиля, и в сфере внешних связей Израиль должен делать все возможное, чтобы ограничить влияние Анкары. Шикли отметил, что Турция усиливает свое военное присутствие в Сирии, стремится укрепить влияние в Газе и активно формирует альтернативные механизмы регионального взаимодействия. В том же выступлении Шикли сравнил покойного лидера Хамаса Яхьи Синвара и сирийского президента Ахмеда аш-Шараа, отметив, что между ними нет идеологической разницы. Министр также обратил внимание на визит аш-Шараа в Вашингтон, назвав его очень проблематичным с точки зрения израильских интересов. Эти заявления подчеркивают растущую напряженность между Израилем и Турцией. В Вашингтоне активно пытаются снизить уровень конфликта. По данным американских источников, посредничество вряд ли приведет к размещению турецких войск в Газе, однако Вашингтон рассчитывает помочь сторонам управлять напряженностью и трениями, ограничить рамки конфликта и одновременно сохранить экономические связи. Турция остается важным экономическим партнером для Израиля, а Израиль – для Турции. Если ситуация в Газе стабилизируется, разногласия со временем могут быть сглажены. На фоне этих событий Израиль стремится укрепить международную поддержку своих действий и создать новые механизмы безопасности вокруг Газы. Недавно официальный представитель израильской армии объявил о начале международного семинара под названием «Уроки войны на всех театрах боевых действий», который продлится до конца недели. В нем участвуют командиры и офицеры из нескольких десятков стран, включая Марокко, единственную арабскую страну на семинаре. Цель мероприятия – обмен опытом, углубление понимания современных концепций ведения боевых действий и укрепление взаимодействия армий. Критики отмечают, что Израиль также использует такие мероприятия для укрепления международной легитимности своих операций в Газе, которые некоторые государства и правозащитные организации называют насильственными действиями против гражданского населения и принудительным перемещением гражданского населения. В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац в своих заявлениях обозначил стратегическую линию правительства. Он подчеркнул, что политика Израиля ясна: палестинского государства не будет. Армия сохранит контроль в районе горы Хермон и в зоне безопасности. Газа будет демилитаризована вплоть до последнего туннеля. Разоружение Хамас на желтой стороне будет осуществлять Цахал, а в старом секторе Газы либо международные силы, либо израильские войска. На фоне этих заявлений надо отметить, что международные силы стабильности в Газе вызывают дискуссии среди потенциальных участников. Дипломаты ряда стран, включая Турцию, подчеркивают, что АСФ не должны действовать исключительно в интересах Израиля и требуют четкого определения мандата и полномочий. Именно отсутствие согласованности блокирует запуск полноценной миссии. На сирийском направлении продолжается сотрудничество между Дамаском и Москвой. Министр обороны Сирии Мурхав Абу Касра принял российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны Юнусбеком Евкуровым. Стороны обсудили направление военного взаимодействия и механизмы координации в интересах обеих стран. Учитывая рост влияния Турции в Северной Сирии и усилия США в районе Аль-Танфа, сирийско-российская координация остается одним из ключевых элементов регионального баланса. Параллельно в Южной Азии сохраняется напряженность. Взрывы в Нью-Дели и Исламабаде вновь поставили Индию и Пакистан перед угрозой нового кризиса. По данным местных СМИ, Индия готова дать военный ответ в случае террористических атак, связанных с группировками,
которые, по мнению индийской стороны, могут получать поддержку внутри Пакистана. Примечательно, что ответственность за взрыв в Исламабаде взяла на себя фракция пакистанского движения «Талибан». Эти события произошли через полгода после последнего раунда взаимных столкновений в Кашмире, что усиливает риск нового конфликта. Индия обладает значительным преимуществом в обычных вооружениях и численности армии – около 1,5 миллиона человек. Она входит в пятерку крупнейших военных бюджетов мира, тогда как Пакистан опирается на ядерный потенциал и активно развивает тактическое ядерное оружие, включая ракету «Наср». Обе страны продолжают наращивать свои ядерные арсеналы и совершенствовать системы доставки боеголовок. Индия активно модернизирует вооруженные силы за счет закупок у США, Франции и других западных стран. А Пакистан ориентируется на Китай. Обе страны остаются крупнейшими импортерами вооружений в мире. На этом фоне отдельный дипломатический инцидент между Индией и Турцией усилил напряженность. Анкара заблокировала пролет самолета Ан-124, перевозившего вторую партию вертолетов AH-64E Apache, заказанных Индией. Кроме того, Турция стала вторым по величине поставщиком вооружений для Пакистана после Китая, включая ударные беспилотники «Байрактар», крылатые ракеты «Кеман-Кеш» и корветы «Милгем», что дополнительно усложнило региональную обстановку. Эти события также стимулируют сближение Индии с Грецией, Кипром и Арменией. В рамках укрепления сотрудничества индийские Су-30 МКИ совершили перелет во Францию для участия в совместных учениях «Гаруда-2025», где отрабатывается взаимодействие с французскими «Рафаль». На Южном Кавказе Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора, который соединит основную часть страны с Нахчеванской автономией и станет важной артерией среднего коридора для международных грузоперевозок. Параллельно Иран и Россия усилили давление на Баку. КСИР задержал танкер «Талара», а Россия нанесла удар по зданию азербайджанского посольства на территории Украины. Иран утверждает, что Азербайджан играет особую роль в поставках нефти и газа в Израиль, что добавляет сложности в региональные отношения. В то же время Армения расширяет экономическое и транспортное сотрудничество с Индией. Министр экономики Геворг Папаян во время визита в Индию обсудил возможность прямого авиасообщения, укрепляя связи между странами и создавая новые маршруты для торговли и пассажирских перевозок. Это особенно важно на фоне ухудшения отношений Нью-Дели с Анкарой и усиления армяно-индийских проектов в оборонной и транспортной сферах. Все эти события складываются в единую стратегическую картину. Действия Турции, Израиля, Ирана, России, Индии, Пакистана, Армении и Азербайджана взаимосвязаны. Формируются новые линии сотрудничества, конфронтаций и дипломатических усилий, которые определяют современную геополитическую динамику Ближнего Востока и Евразии. Любая ошибка или эскалация в одном регионе может вызвать цепную реакцию в других, усиливая глобальную нестабильность и формируя новые угрозы и вызовы для всех участников международной системы. Это были ключевые события и тенденции, формирующие современную геополитическую картину в Ближнем Востоке и Евразии. Как вы оцениваете действия стран и возможное развитие ситуации? Подписывайтесь на Reg News и пишите свое мнение в комментариях. Нам важно знать вашу точку зрения.